Как сделать электропроводку в доме и при этом остаться в трусах? Ты уже, наверное, посмотрел какое-нибудь видео об электропроводке, от которого у тебя явно пропало всякое желание сделать ее самостоятельно. В этом видео мы покажем свой вариант монтажа электропроводки в собственном доме, который многим покажется неправильным и в какой-то степени даже халтурным. Но он приведет нас к тому же результату, нормальному оснащению дома электричеством за разумные деньги и с приемлемыми рисками. В этом видео мы также подсчитаем стоимость всей электропроводки для дома и разберем наши намеренно допущенные ошибки при электромонтаже, на которые нам указали в комментариях под первой вступительной части об электрике. Меня зовут Гена, и ты на нашем семейном канале MyGalaxy. Здесь мы делимся опытом в строительстве как нашего каркасного нестандартного дома, так и этого бюджетного газобетонного дома, который мы помогаем строить нашим родителям. В будущем у нас запланировано еще множество интересных строительных проектов, а также проектов по реализации мечты. Если эти темы тебе интересны, добро пожаловать в семью MyGalaxy. Работа электрика опасна и трудна, так как и любые другие мастера любят превозносить свою деятельность электрики. Лично мне монтаж электропроводки показался одной из самых легких работ по строительству дома. И тот же монтаж кровли был в разы опаснее протяжки каких-то проводков, что подтверждает и статистика высокой смертности кровельщиков, как и всех высотников, намного превышающую смертность профессии электрика. При этом гильдия кровельщиков так пафосно не носится со своими правилами, написанными кровью, хотя и имеют больше для этого оснований. Веду я это к тому, что монтаж электропроводки в доме своими руками, признание элементарных правил и соблюдение техники безопасности доступен практически каждому. Естественно, в этом видео мы не охватим все прелести электромонтажа, мы лишь покажем наш вариант на собственном примере, недостатки которого, как я уже говорил выше, также разберем в этом видео. В прошлой вступительной части о электромонтаже мы рассказали о подключении электрики и ее стоимости, показали, как мы выполнили ввод электрики в дом, смонтировали главный электрощиток и выполнили силовую разводку по первому этажу с штраблением стен. Ну а в этой части мы продолжаем тянуть силовую электропроводку для розеток, проложим провода для освещения и закончим развязку в электрощите. Во всем этом нам помогает все та же электросхемка, на которой отец указал мне примерное размещение розеток и источников освещения. Корректируя эти размеры, мы размечаем положение всех этих элементов на каркасе перегородок и перекрытий. У нас нестандартное серийное строительство, поэтому размещение всех электроэлементов мы вольны выбирать по своему усмотрению и удобству. Так, большинство выключателей света, там где это было возможно, мы размещали на высоте 80 см, ну а большую часть розеток мы размещали на высоте 40 см от пола. Естественно, до этого момента мы уже знали размещение всей мебели в доме и согласно этому корректировали положение всей электрофурнитуры. В качестве освещения для всего дома будут выступать врезные светодиодные потолочные светильники. Они потребляют минимальное количество энергии и излучают приятный рассеянный свет. Располагаясь у самого потолка, они естественно не съедают ни капли воздушного пространства, что очень актуально, так как в этом доме потолки были специально занижены для минимализации теплопотерь дома. Ну и стоимость этих светильников хорошо вписывается в общую бюджетность дома. Их финальный монтаж мы покажем уже в будущих видео после отделочных работ. Основную часть проводки мы прокладываем внутри деревянного балочного перекрытия, а также внутри деревянного каркаса перегородок. При этом мы не используем ни пластиковой, ни стальной гофры. Как оказалось, по мнению многих комментаторов, это грубая халтура. Хотя подобная прокладка кабеля прямо в деревянных конструкциях хорошо распространена в той же Америке. И там люди, как и мы, не заморачиваются с тем, чтобы закреплять кабель через каждые 50 сантиметров. Как будто бы кабель провиснет и порвется от своего веса. Двухжильный кабель с монолитной жилой, который висит на расстоянии в 25 метров от старого дома моего деда к гаражу, смеясь с подобных утверждений, продолжает служить верой и правдой на протяжении уже более 30 лет. Я также сомневаюсь, что пластиковая гофра защитит кабель от целеустремленного грызуна. Ну а защищать кабель от механических повреждений в статично стоящем доме и вовсе бессмысленно. Ну а теперь самое интересное, как же смотреть на отсутствие гофры с противопожарной точки зрения. Ведь проводка у нас идет прямо в деревянных конструкциях.
И здесь я тоже сомневаюсь, что тоненькая стеночка пластиковой гофры сильно повлияет на противопожарную безопасность. И в общем, по пластиковой гофре для себя мы сделали такой вывод. Единственное, что может дать пластиковая гофра, это хотя и несущественные, но лишние материальные затраты. И более существенно, это большие трудозатраты, которые усложнят весь электромонтаж. Но здесь стоит заметить о существовании металлической гофры, которую правила устройства электромонтажа как раз и регламентируют использовать при прокладке кабеля в деревянных конструкциях. И да, нужно признать, что металлическая гофра вполне вероятно могла бы справиться с потенциальным возгоранием кабеля. Хотя с пробоем от электродуги при коротком замыкании тонкая жестяная стеночка вряд ли справится. Да и большинство известных мне возгораний встречались не на участках прокладки кабеля, а на контактах. Розетки, распределительные коробки, электрощиты, да по сути любое место электроконтакта и является основным источником воспламенения. Стоит также заметить, что в неконтролируемый пожар эти воспламенения превращает не деревянные конструкции, скрытые в стенах и перекрытии, а шторы, ковры, мягкая мебель и любые другие легко воспламенимые предметы интерьера. Так что, подключая к розетке мощный электропотребитель, например электрообогреватель, желательно, чтобы возле нее не находилось ковров, мягкой мебели и ее не закрывали шторы. В общем, ввиду вышесказанного мы также решили отказаться и от металлической гофры. Хотя, скорее всего, здесь сработало жлобство. Дом-то у нас бюджетный, а стоимость металлической гофры почти такая же, как и наших проводов. Поэтому почти вдвое увеличивать стоимость нашей электропроводки из-за сомнительной безопасности мы не стали. Ну а противопожарную безопасность мы решили добиваться другим путем. Всю силовую электропроводку в доме мы разбили на отдельные ветки, которые по отдельности нагрузить всеми мощными электропотребителями в доме просто не получится. Силовая проводка, идущая ко всем розеткам в доме, состоит из кабеля ВВГ-НГ с сечением жилы в 2,5 мм квадратных. Такое сечение жилы нормально держит нагрузку мощностью более 5 кВт. Но и эту мощность мы ограничили 16-амперными автоматами, которые стоят на каждой линии. 16-амперный автомат не позволит нагрузить кабель мощностью более 3,5 кВт. При прохождении такого небольшого тока нагрев кабеля тоже будет незначителен. И то тепло, которое будут выделять провода, сможет легко рассеяться даже в массе древесины. Мы также сделали два выхода электрики на улицу под навесами для террас. В будущем сюда подключим уличные розетки и освещение. Во время электропроводки мы также затянули антенные кабели для телевизоров. Для освещения в основном мы использовали тот же кабель ВВГ-НГ, только с сечением жилы в 1,5 мм квадратных. И такое сечение кабеля здесь явно было избыточным, так как потребление тока в наших светодиодных светильниках ничтожно мало. Отец заказал недостаточное количество этого кабеля, поэтому на втором этаже мы немножко схалтурили и протянули часть проводов для освещения с помощью кабеля, который был у меня в наличии. Это ГОСТовский двухжильный кабель ШВВП с сечением мягкой жилы в 1 мм квадратный. Да, этот кабель с мягкой жилой не совсем подходит для станционарной электропроводки, но учитывая, что потребление светодиодных светильников не превысит и 30 Вт, такая нагрузка на кабель будет ничтожно малой, и он прослужит очень долго. Количество проводов возле центрального электрощита постоянно увеличивалось, и настало время разобраться, какой из них куда идет. В этом мне помог мультиметр. В большинстве цифровых мультиметров присутствует функция прозвонки. Ее простая функция заключается в том, что при замыкании щупов он выдает звуковой сигнал. Щупы соединяем с жилами провода возле потребителя, а возле электрощита замыкаем две жилы у всех проводов поочередно, до появления звукового сигнала на мультиметре. И теперь мы знаем, что это именно тот кабель, к которому мы подключили мультиметр с другой стороны.
Делаем соответствующую заметочку на малярном скотче и маркируем конец кабеля. Оставшиеся штробы с кабелем супруга заполняет с помощью шпаклевки Фюгенфюллер. Мы также подключили электрокотел и приступили к соединению проводов. Часть проводов будет соединяться прямо в подрозетниках, а часть проводов будет соединяться скрытно в деревянном каркасе гипсокартонных перегородок. Как я уже говорил выше, с точки зрения противопожарной безопасности, соединение проводов – это слабое контактное место. Особенно если часть этих соединений будет скрытна как для ревизии, так и для возможного ремонта. Поэтому к этим соединениям нужно подойти с максимальной ответственностью. И мы выбрали самый надежный из существующих вариантов с помощью сварки проводов. Сваривать провода мы будем с помощью трансформатора, который одолжили у друга. По сути, для этих целей можно использовать любую сварку, как трансформаторную, так и инверторную. Для начала мы оголяем провода и скручиваем их в плотную косичку. И даже такое соединение может прослужить долго и без особых проблем. В качестве клеммы для сварки мы используем длинногубцы. С помощью них удобно спозиционировать скрутку в вертикальном положении, а оно-то нам и нужно для сварки. Ну а электродом выступил графитовый стержень от большой батарейки. Еле касаясь графитовым стержнем медных жил, электродуга сплавляет все медные стержни вместе в виде маленького медного шарика. И теперь это соединение реально монолитное, без какого-либо заужения по сечению. Соединение изолируем термообжимкой с клеевым слоем. После сварки всех соединений мы приступили к развязке электропроводки в электрощите. 9 одинарных автоматов мы соединили по 3 штуки с помощью медных перемычек. Каждой из 3 перемычек мы подсоединим одну из 3 фаз. Почти все автоматы в электрощитке 16 амперные. И хотя к электроплите, бойлеру и к электродуховке подходят провода с сечением в 4 мм квадратных, смысла устанавливать более мощные автоматы на 20-25 ампер просто не было, так как нас ограничивает центральный вводной автомат на 16 ампер. Ну а теперь немного критики в нашу сторону. Это что такое? Это бред. Где УЗО на выходе? Где заземление дома? Провода проложены хер как и где? Буквально под каждым видео из серии о строительстве этого дома находятся мастера, которые точно знают, как сделать лучше. И я уверен, что на этих мастеров найдутся сверхмастера, которые сделают еще лучше. И даже на этих сверхмастеров найдутся гуру мастерства перфекционизма, которые сделают всю работу лучше всех предыдущих. И пока все эти мастера меряются правилами, мы продолжаем решать насущие проблемы. И нередко используем правило тяп-ляп и так сойдет, но только тогда, когда они приводят нас к нужному результату. Да, отсутствие заземления вызвано банальным желанием моего отца сэкономить еще немного денег. Но дом-то у нас бюджетный, и подобная мелочь присутствует в каждом этапе и в каждом процессе. И в итоге такая мелочная экономия реально повлияет на финальный бюджет, сделая его вменяемым. Прожил же мой отец всю жизнь без заземления и так решил жить и дальше, и это его осознанный выбор. Кстати, в нашем с супругой доме также нету заземления, и мы как-то справляемся. В тот момент, когда мы делали электромонтаж для своего дома, мы были реально ограничены в бюджете. Ну а на сегодняшний день, если бы я строил нам новый дом, то заземление я скорее всего бы сделал. Ну а УЗО, устройство защитного отключения, это реально полезное устройство, которое сможет вычислить утечку тока, например, коснувшегося к фазе человека. При этом током все же ударит, но его количество будет недостаточно, чтобы убить. УЗО отключит все электричество.
В нашем же с супругой доме УЗО устанавливалось по умолчанию электропоставщиком при подключении электричества к дому. В этом городе, наверное, другие правила, так как поставщик электроэнергии в проект его не включил. Хотя пустое место под УЗО в электрощитке присутствует, и мы в будущем обязательно его туда установим. Ну а в остальном вся электропроводка для дома готова, и можно подсуммировать ее стоимость. Суммарная стоимость всей электропроводки, которая включает все провода, монтажную коробку, защитные автоматы, подрозетники, термоусадку и другую мелочевку, составила всего лишь $120, а суммарная стоимость всего дома на данный момент составила $10 153. На монтаж электропроводки было затрачено 5 человека-дней, а суммарные трудозатраты на строительство дома составили 107 человека-дней. А теперь немного пояснений о трудозатратах, так как у многих возникают сомнения о их точности. В среднем 1 минута нашего видео состоит из 20-30 кусочков кадров, и весь рабочий процесс мы стараемся снять в полном объеме с множества разных ракурсов, чтобы в итоге видео получилось интересным, познавательным и полезным. Вся эта съемка почти вдвое задерживает основной рабочий процесс, и поэтому предоставленные трудозатраты я считаю ориентировочно, во сколько бы я вложился, если бы делал тот или иной рабочий процесс, делая работу в одиночку в обычных условиях. Но при этом я не учитываю подготовительные работы, которые посчитать очень сложно, и у всех они будут разными. Это поиски материалов, их покупка, доставка на участок, хранение, разгрузка и организация всего рабочего процесса. По факту все эти дополнительные работы могут проходить даже дольше основных. Конечно, в финальных видео из этой серии мы постараемся учесть все эти дополнительные работы и озвучим их вам. Ну а если ты хочешь увидеть завершение строительства этого дома и узнать его финальную стоимость, а также получить ответ, стоит ли заморачиваться со строительством дома своими руками, подпишись на наш канал и нажми на колокольчик. А чтобы следующие видео выходили быстрее и чаще, поставь этому видео лайк, напиши комментарий и поделись с друзьями. Меня зовут Гена, это канал My Galaxy. Видео, за которые нам стыдно, мы уже удалили, так что смело можешь смотреть остальные.